уровень железа действительно может привести к таким симптомам, как усталость, головокружение, плохое самочувствие и даже выпадение волос. Так что если у тебя низкий уровень железа, это видео как раз для тебя. Привет! Приветствую тебя на канале о здоровом питании. И сегодня мы с вами обсудим 7 научных советов, как повысить уровень железа в крови и повысить его усвояемость в организме. Но перед тем, как начать, я хотела бы уяснить несколько вещей. Перед тем, как начать рацион по употреблению продуктов, которые содержат повышенное количество железа, необходимо в первую очередь проверить его количество в своем организме, так как если у вас в организме недостаточно железа, то вы все правильно делаете. Но если оно в норме, то, конечно, употреблять такой рацион не имеет никакого смысла, так как у вас в организме его достаточно, и все у вас в порядке и функционирует нормально. Ну а теперь перейдем непосредственно к совету. Необходимо разнообразить свой рацион. Для людей, которые страдают пониженным уровнем железа, этот совет очень важен, так как употребление однообразного рациона каждый день может привести к тому, что вы просто недополучаете то необходимое количество железа, которое нужно нашему организму. Это очень важный совет, так как большое количество людей употребляет в своем рационе однообразную пищу. Перечень продуктов, которые содержат железо, достаточно разнообразен. Это мясо, морепродукты, фасоль, чечевица, зерновые, орехи, семечки и другое. Список довольно разнообразен, и здесь вы вольны сами выбирать то, что можете есть каждый день, и то, что вам будет необходимо, и то, что вам будет нравиться. Но советую выбирать цельные продукты и продукты, которые подверглись наименьшей обработке, так как в них содержится большее количество железа. Кстати, железо имеется двух видов. Гемовое железо, которое содержится в продуктах животного происхождения, и, соответственно, негемовое железо, которое содержится в продуктах на растительной основе, а также в некоторых животных продуктах. Гемовое железо намного лучше усваивается, чем негемовое. И здесь мы подойдем к совету номер 2. Для лучшего усвоения негемового железа, то есть железо, которое содержится в растительной пище, лучше принимать ее теми продуктами, которые содержат витамин С. Просто сочетайте продукты с витамином С. Например, вы можете употреблять миндаль вместе с клубникой или апельсином. Совет номер 3. Замочи и процеди фасоль, чечевицу, злаки перед тем, как их готовить. Бобовые и злаки трудно усваиваются из-за содержащейся в них фитиновой кислоты. От этого как раз помогают замачивание, ферментация или проращивание. Если второе и третье достаточно трудно и требуют большого количества времени, то от замачивания в самый раз. Просто замочи на ночь фасоль или чечевицу перед тем, как готовить. Совет номер 4. Избегай кофе и чая во время приема пищи. Кофе и чай содержат кофеин, дубильные вещества, а также полифенолы, которые затрудняют усвоение железа на 60%. Просто пейте кофе и чай в перерывах между приемами пищи. Совет номер 5. Избегайте добавок кальция во время еды. Кальций, опять же, затрудняет усвоение железа. Поэтому, чтобы достичь повышенного уровня железа, нужно не совмещать употребление еды, богатой железом, и кальция, который, например, содержится в молочных продуктах. Совет номер 6 относится к той категории людей, которые страдают пониженным содержанием уровня желудочного сока или желудочной кислоты. И здесь нужно быть предельно внимательными, так как именно желудочный сок помогает усваиваться железо в нашем организме. Здесь можно посоветовать только обратиться к врачу, который вам посоветует принимать какие-либо препараты, которые вам помогут медикаментозно увеличить количество железа в крови. Ну и совет номер 7. Готовьте в чугунной посуде. Существуют исследования, которые говорят о том, что если долго готовить продукты в чугунной неэмалированной посуде, то такая посуда может выделять небольшое количество железа. И когда вы будете употреблять еду, которую вы приготовили в этой посуде, то это будет служить таким дополнительным источником железа. Так что имейте это в виду. Таким образом, все советы я вам озвучила, но здесь хотела бы опять же упомянуть о том, что если у вас пониженный уровень железа и те советы, которые я вам озвучила, не помогают, то это свидетельствует о том, что в вашем организме какие-то проблемы и заболевания кишечника. В этом случае нужно немедленно обращаться к врачу, и только врач вам сможет рассказать те средства, которые вам помогут повысить количество железа в крови. Ну а на этом все. Я надеюсь, данное видео будет вам полезно. Если вы подчеркнули для себя что-то важное для себя и своих близких, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, это всегда приятно. Ну а на этом все. Всем пока и спасибо за просмотр.